Приветствую вас, друзья! Сегодня хочу поделиться одним из самых любимых блюд нашего лета. Сейчас, пожалуй, самый вкусный сезон года. Прилавки и сады полны спелых ягод, а значит, самое время приготовить домашние ягодные вареники. Сегодня приготовим вареники с двумя моими любимыми начинками – сочной вишней и ароматной сливой. И я покажу, как сделать их густыми, сочными и такими, чтобы весь сок остался внутри вареников. Тесто для этих вареников я готовлю без яиц. Оно получается мягким, эластичным, отлично подходит для ягодной начинки. Для первой начинки беру спелую вишню. Специального приспособления для удаления косточек у меня нет, и меня отлично выручает обычная шпилька для волос. Вишню промываю, удаляю косточки. Так начинка получается нежной, однородной, очень удобной для лепки. Быстро, просто и ничего покупать не нужно. Для второй начинки использую ароматную сливу. Удаляю косточки. Для вареников лучше выбирать спелые, но плотные плоды. Они хорошо сохраняют форму и не превращаются в пюре. Нарезаю небольшими кусочками. Именно такая нарезка позволяет начинке равномерно распределиться внутри вареника. Ягоды уже готовы. Теперь покажу маленький секрет. Ягоды заранее сахаром не засыпаю, иначе они быстро пустят сок. Сахар смешиваю с кукурузным крахмалом в пропорции 3 к 1. Крахмал во время варки слегка сгущает ягодный сок, а начинка получается густой и сочной. Теперь остается только слепить вареники. Тесто очень послушное, мягкое и эластичное, поэтому работать с ним легко и приятно. Раскатываю сочнее, выкладываю начинку. Начинки не жалею, но и не кладу слишком много. Сахар с крахмалом добавляю прямо перед тем, как закрыть вареник. И еще важно, чтобы эта смесь не попала на края теста. Тогда вареники хорошо слепятся и не раскроются во время варки. Форму и размер вареников выбирайте такие, какие больше нравятся вашей семье. Кто-то любит маленькие, а кто-то большие, с большим количеством начинки. Первая начинка со сливой готова. Теперь примемся за вишню. Вишневые вареники для меня – это вкус детства и настоящего лета. Когда на кухне появляется их аромат, сразу становится особенно уютно. Кажется, что самые простые блюда иногда дарят самые теплые воспоминания. По такому же принципу можно приготовить вареники с клубникой, малиной, смородиной, голубикой и другими сезонными ягодами. Лето – это лучшее время, чтобы попробовать самые разные начинки. Тесто для этих вареников уже много лет готовлю именно по этому рецепту на молоке. Оно ни разу меня не подвело. Легко раскатывается, хорошо лепится. Ссылку на подробный рецепт с этим тестом оставлю в описании под видео. Если у вас есть время, налепите вареников с запасом. Они прекрасно хранятся в морозилке. А зимой будет настоящее счастье достать их к обеду, удивить близких. А приготовить их можно как на пару, так и в воде. Сегодня выберем классический вариант. Будем варить. Опускаю вареники в кипящую подсоленную воду. После повторного закипания варю около 4 минут. Этого вполне достаточно. Посмотрите, и вишневые, и сливовые вареники отлично сохранили форму. Тесто не разварилось, и весь ягодный сок остался внутри. И именно такого результата мы сегодня и добивались. Готовые вареники сразу смазываю растопленным сливочным маслом. Так они становятся еще ароматнее и не слипаются между собой. Посмотрите, какая сочная начинка получилась. Весь ягодный сок остался внутри. Именно так, как мы и хотели. А с холодной свежей сметаной такие вареники особенно хороши. Настоящее объедение. Пока сезон ягод в самом разгаре, обязательно порадуйте своих близких домашними ягодными варениками. И пусть на вашей кухне этим летом будет немного больше уюта, ароматов и счастливых моментов. Если рецепт оказался полезным, сохраняйте. Пусть он всегда будет под рукой. Готовьте с любовью и давайте жить вкусно.